Всем привет, с вами Максим. Отправляюсь в свое первое велопутешествие на 4 дня. Впереди у меня предстоит 355 километров. Поезд у меня куплен до Гродно. Еду я по Гродненской области. 23:28 отправление по минскому времени. Сейчас у нас 6:15, ну, если быть точным, 6:20 уже. Поэтому потихоньку собираем вещички. Еду я на своем Marine Focorn с 2019 года с передним багажником. То есть будет здесь сумка Сакра, гермомешок вот здесь вот, две сумки 2 по 15 литров Рекбэк, сумка Rock Bros маленькая на раму. Здесь будет навигация, здесь будет две фляги и подседельная сумка. Все, поэтому сейчас это все мы будем упаковывать по сумкам, по велосипеду. Велосипед буду заматывать в пленку и вечером будем выдвигаться на вокзал. Короче, ребятки, приехал в Гродно уже, вот, на вот этом поезде ехал на верхней лежанке, можно сказать, было неудобно максимально, но я там часика 2-3 поспал, ну так немножко, то есть нормально. А сейчас у меня просто разрядилась камера почти, сейчас буду ее, наверное, заряжать от пауэрбанка, потому что реально я ее оставил, ну как бы положил в карман Сакры, и она просто как бы разрядилась, как бы и было у меня 2 часа 40 минут, она позволяла снимать мне контента, а сейчас стало 1:11. Ну ничего, у меня есть вторая флешка, поэтому нормально, должны вытянуть. То разбираемся и уже будем паковаться и ехать. Хочу очень сильно сходить в туалет, потому что в поезде невозможно было сходить. Ну и начнем. Хочу выпить кофе, съесть бутерброды, но это будем делать, наверное, где-то возле старого замка. Поэтому, ну, пока разбираемся. Ну, все, короче, вот, наконец-то выехал. Велосипед полностью собран. Кстати, сходил в туалет сейчас, да, и заплатил целый рубль на вокзале в туалете, да. Сейчас еду в центр, там ищу старый замок, старый новый замок, там ищу скамейку, и там буду, типа, варить себе кофе, завтракать и потихоньку выдвигаться из Гродно. Едем по местам былой славы. В прошлом году, когда я здесь был, мне он очень сильно понравился, поэтому кайф. Это собор Святого Ксаверия. Мы вот так упаковались, то есть сумки, получается, первая здесь, вторая здесь, гермомешок здесь. Сакра, то есть получается на раме и подседельная, ну и здесь всякие вот мелочевки. Все, вот здесь у меня еда, там одежда, здесь гермомешок, тут полностью домик, здесь навигация, здесь всякие тут салфетки влажные, фонарик, ну и все такое, ну и здесь вот спальник и всякая одежда. Так как у меня с Минска еще лежат 2 бутерброда, поэтому будем завтракать. Но вот такая вот достопримечательность, очень приятная, миленькая. Вообще Гродно очень нравится, этот город. Я бы еще сюда вот вернулся бы, на самом деле. То есть здесь есть что посмотреть, очень много достопримечательностей здесь. Вот, и есть на что реально посмотреть. Город достаточно европейского типа такого, то есть, ну, вообще приятненький, миленький, ухоженный, тихенький, то есть класс. Приехал на новый и старый замок, к старому. Старый замок отреставрировали, то есть внутрь можно ходить, вот. А это новый замок. Вот, он как обычно. Но, вот мне еще не понравилось, я вон там сейчас ехал по дорожке. Просто вот вроде парк, да, но просто лежит черный пакет и оттуда достат весь мусор. Как бы, что? Почему? Не знаю. Я думал, может в кафешку какую-то зайти, кофе попить, но понял, что надо все-таки проверить свою новую газовую горелку. Кстати, вот эта вот площадка, она была полностью ограничена, и здесь не ходили туристы. Ну, сейчас, так как этот замок отреставрировали, туда сейчас ходят экскурсии. Здесь очень крутой такой обрыв. На велике мы туда точно не поедем. Но здесь такой прекрасный вид открывается. Просто вот все на виду. Может, такая красота. Я прям аж здесь даже, наверное, бы закипятился бы. Палаточку бы поставил здесь и спать лег. Все. Больше ничего не надо. Просто такая красота. Ну ладно, сейчас поедем туда, вот где-то спускаться, туда пойдем. Там Борисоглебская церковь. Вот, это самая старая деревянная. Но туда я уже не поеду, потому что я там, во-первых, и был. Ну и туда уже не поеду.
обычная скамейка, просто перешел, вот вон там я был. Вот здесь. Сделал себе кофеек. Ем бутерброд. Пью кофе. И кайфую с видов. Тепленько будет по пути, поэтому, наверное, вечером, если будет позволять речка, ну и где я встану, я думаю, наверное, надо искупаться. Немножко перекусил, сейчас складываюсь и будем выдвигаться к следующей точке, это форт номер 9. Уже на выезде из Гродно, тут такой вот гипермаркет, Green большой. И рядом с ним вот такая велодорожка, прям ведущая на выезд. Очень хорошего качества дорожка, ну вот как видите, да. Когда ехал, ну типа сюда, я же смотрел куда, да? Я думал, может зайти в Макдональдс сюда поесть. Показывает карта, что только один Макдональдс в Гродно. А на самом деле нет, я уже два увидел. Вот один, наверное, вот только недавно построился, поэтому еще не успели внести в карты. Жара начинается только сейчас. А вот тут рядом парк. Ну и дорога прям такая хорошенькая, да, она глазненькая. И тут даже горка вниз. Тут там, кстати, сзади меня Гродно-Азот, скорее всего, дымится. Хотелось бы, конечно, чтобы эта велодорожка прям так и шла, прям до моего ночлега сегодняшнего. Но нет, сегодня... Кстати, сегодня предстоит в районе 90 километров проехать. То есть я уже проехал в районе десятки. То есть сегодня, за сегодняшний день 92-93 километра и останавливаемся на речке Неман. На самом деле у меня никакого чувства, то, что я в Беларуси, вообще нету. То есть у меня такое ощущение, как будто я реально в какой-то вот Литве нахожусь. Литва, Латвия. Ну там вот такие вот дома как бы есть, да, в Литве. То есть вот они и выдают. А так вообще шикарно. Едешь вот просто кайфую. На самом деле мне очень сильно не хватает вот сюда две кормушки. Хотел себе колы купить, но ее некуда впихнуть. А так, если были кормушки, вот в кормушку запихнул. Какие-то сникерсы, какие-то орешки, это бы вообще было идеально. Поэтому в следующий раз это внутрирамная сумка надо будет взять и две кормушки, потому что без кормушек все-таки, ну никак. Я все еще еду по этой велодорожке, и она разделена. Почему не сделать так везде, да? То есть ты едешь просто, ну никого не напрягаешь. Вообще же шикарно. А мне куда-то надо сейчас сворачивать. Да? Видите, как меняется все? Только восхвалял велодорожку в Гродно. И тут меня Maps.me сворачивает на вот такую дорожку, на вот такую лесную. И говорит: сынок, езжай-ка сюда. Поэтому едем пока по лесу. Это у нас дорога до Дота. 8-го вроде бы. Всего их там почти в районе там... Сколько? Наверное, штук 15, наверное, этих дотов. Но я могу ошибаться. Если ошибаюсь, исправьте. Обязательно подпишитесь на канал. Ставьте лайки. Напишите комментарии, как вам такой формат путешествий и поездок. Вот. А мне главное сейчас не дорогу. Чтобы не уехать куда-то в Монголию. Хотя там будет интересно. Пытаюсь найти 8-й форт, точнее 9-й. Местные жители сказали, что типа туда ты с великом не пройдешь, потому что там все типа заросло. Я наткнулся на такую вот охранная зона, да. Как бы уже не хочется дальше в лес идти. Там дальше глушь. Поэтому я буду, наверное, возвращаться назад. Это глушняк. Просто ни дороги, ничего, и местные сказали, что типа без, ну, с великом, парень, ты не пройдешь. Вот, ну тогда форт номер 9, его как бы, он есть на карте, он показывается все, но дороги к нему нет. Возвращаемся на маршрут. Кстати, форт номер 9 я походу нашел дорогу на него, но не стал вглубь углубляться, потому что там как бы лес, и не хотелось там ни клещей понахватать, ничего. Выехал, ну и вот сейчас уже еду в сторону мостов. Следующий, да, у меня пункт — это город Мосты. Но сейчас сначала будем заезжать через родничок какой-то. Там надо умоюсь, наберу воды. Может быть, и пообеду, если там какой-то городок рядом со мной будет. Будем смотреть, но виды просто балдеж. Прям так навозиком хорошо так запахло, навозиком. Мы прям... вкуснятина!
приближаюсь уже к деревушке Квасовка. Сейчас там я нашел магазинчик по карте. Называется Гренка. Не знаю, почему такое название, ну просто Гренка. Есть люди, которые нормально обгоняют тебя. Почти по встречной. Вот человек обгоняет. Нормально. А есть придурки, которые тебя прям режут, реально режут. И прям по твоей почти полосе едут. А если это делают грузовики, от них же воздух идет этот, который они толкают. И это все на меня. И меня прям даже немножко колбасит вправо-влево. Ну ничего, нормально, справимся. На привальчике взял Пепси 0,5. Пепси 0,5. Взял Марс обычный. И пудинг творожный взял. Не знаю, может на вечер его оставлю. Вот, поэтому сейчас немножко перекусим, отдохнем. Будем двигаться в путь, немножко ножки разомнем, а то они немножко как-то подзабились. Самое главное, воды не взял. Дурак. Ну ладно, на роднике за это наберем. Блин, только хотел отъезжать от места стоянки здесь вот под магазином. И, короче, начал проверять велик, ну типа просто смотреть. Вот, и заметил вот что. У меня фонарик выпал задний. Теперь я без заднего фонаря. Вот я оставил тут немножко колы себе. И дорога как из фильма. Вот такая вот дорога, пускай вот она и будет. Знаете, фильм «Тихое место». Вот мне кажется, «Тихое место» вот снималось вот примерно в таком же месте. Если кто смотрел. Еду к колодцу. Постараюсь, если в колодце будет хорошая вода, наполню воду. Правда, не хочу я по этой трассе, по Р-44 ехать. Вот хоть ты тресни, не хочу. Просто не хочу. Ну ладно, едем. Вот, короче, такие виды. Тормознул на обед, потому что уже как бы время обеда. Сейчас у нас на часах 2:10. Уже хочется и пообедать нормально, потому что на завтрак я ел только один бутерброд, там что-то перекусывал. Короче, вот нашел остановку, вот поставил велосипед. Сейчас там как раз ветра нету, я как раз и хотел остановку найти, чтобы разогреть нормальный обед, чтобы не задувало горелку. Еду все по Р-44, никаких ландшафтов не меняются, а поля, дорога, ветер. Все. Начинаешь немножко подуставать, поэтому я решил и на первой остановке, которую я найду, остановиться и отдохнуть. Купить обязательно воды, потому что вода у меня сейчас заканчивается. Я вот думаю, что если по пути будет какой-то городочек небольшой, где будет магазин, я обязательно туда заеду, куплю воды, пополню воды. Я все и пытался найти какой-то родничок, либо колодец, но ничего такого вообще нету. Реально ничего нету. То есть я где-то заезжаю, и какой-то, да, я там умылся, нашел один родничок, но не стал оттуда пить, потому что, ну, мало ли что, там было такое озеро, затянутое тиной, поэтому не стал. Сейчас будет время обеда, не знаю, что будем готовить. Наверное, какой-нибудь супчик. Хотел доставать кухню. И тут пришел вот этот человек, у него какой-то крест снизу, надо будет загуглить, посмотреть, кто это. Сейчас на обед буду готовить куриный суп. Вот такая горелка, 230 грамм. У меня она с прошлого похода была как бы полная, ну, я там тоже пользовался. Сейчас я надеюсь, что мне всего хватит на этот поход, и не придется где-то еще искать баллон сам. Потому что где искать баллон здесь непонятно. Короче, куриный суп. Блин, а он с макаронами вообще просто бомба. По вкусу просто реально вообще песня. Весь мусор с собой с остановки забрал, так как здесь мусорки нигде рядом нет, поэтому мусор всегда забирайте с собой, даже если это место прям ужасно. Так же самое и после лагеря. У тебя должен быть, кстати, какой-то маленький мешочек, куда ты мусор весь этот закинул. Когда уже въезжаешь в какой-то городок, либо деревушку, ты этот мусор выбросил. За собой, люди, убирайте. Когда путешествуете, убирайте. Приятно же потом посещать места чистые. Все, короче, зашел тут в магазинчик в деревушке Родный Кут.
купил 1,5 литра. Запасы не брал, запас уже будет уже через 30 километров в мостах. Буду брать себе на ночевку воды запас. Ладно, буду сейчас переливать воду и двигаться дальше. Заехал в деревушку Волма. Ой, просто так долго, так эта дорога убивает на самом деле. Подустал сегодня, хотя вроде и проехал немножко, но уже подустал. Это костел святого Яна Крестителя 1773 года постройки. Вот такой деревянный. Здесь все ухожено. Ну, прикольно. Можно даже вовнутрь зайти посмотреть. Наконец-то добрался до мостов. Вот, справа, слева это речка Неман. Ну как речка, это река, целая Неман. Самый длинный и самый большой подвесной мост в Беларуси. Вроде 300 или 350 метров длина его. Вот этого я не помню. Вроде да, такое. Но он большой, даже когда люди там идут, прям чувствуется. Короче, еле нашел это место. Вот, это речка Неман, деревня Новоселки. Боже, я так ехал. Он у меня еще и гравийку. Я думал, пипец, сейчас все, я потерялся. То есть у меня даже началась какая-то такая, знаете, паника такая. Потому что уже темнеет, а я место найти не могу. У меня гравийка, лес по бокам. Я думаю, пипец, сейчас вот это я встрял. Но усилия были не зря. Я нашел вот такое прекрасное место. Это речка Неман. Вот здесь пляж. Там вот ребята тоже с палатками стоят. Я выбрал себе вот это вот укромное местечко. Сейчас я вам покажу ее. Вот, будет стоять здесь велосипед. Палатка будет стоять выходом в ту сторону. Там есть пляжик. Пока еще не стемнело. Наверное, искупаюсь. Первый день подходит к концу. Проехал сегодня 100 километров. Завтра у нас в районе 70-ки. Послезавтра тоже. Ну и там останется 50-60 километров до Мирского замка. Все. И наша поездка будет завершена. Сегодня ночуем в прекрасном месте. А сейчас пока буду расставляться и купаться. Расположился. То есть вот вещи все. Вот. Там еще. Сейчас буду залезать в спальник и просто спать. На таком мягком матрасе. Вообще идеально. Поэтому все, ребятки. Увидимся завтра. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Максим. Всем спокойной ночи. Пошел спать.